Губная помада с эффектом объема The One Color Stylist для создания супер пухлых губ. Герой сегодняшнего обзора. В этом видео я покажу вам 6 оттенков из 10. К сожалению, 4 оттенков у меня нет, но давайте посмотрим хотя бы те, которые есть. Привет, вы на канале Взлет, меня зовут Ольга. Поехали! Для тех, кто знаком с помадой 5 в 1, упаковка традиционна. Это черная матовая картонная коробочка, на которой мы увидим тисненный логотип The One Stockholm и серебристый логотип Oriflame и название коллекции. Также с обратной стороны с торца вы можете видеть код помады, название на английском языке, и упаковка достаточно информативна. Здесь вы увидите, что объем помады 3,8 грамма, срок годности с момента начала использования 12 месяцев, и выпущена эта помада в России. Oriflame обещает нам губы, достойные вау-эффекта. Внутри вы увидите вот такого бордового уже оттенка футлярчик помады. Мне кажется, цвет такой довольно взрослый, но тем не менее вы всегда будете знать в вашей косметичке, что помада для объема, она именно вот такая активная по упаковке. Обещает нам эта линейка эффект мгновенного увеличения объема губ благодаря увлажняющим компонентам. Используется в формуле помады специальный гель для увеличения объема губ, который содержит витамин В3 и кофеин. При нанесении стимулируется микроциркуляция губ, что увеличивает площадь поверхности, делает губы больше, полнее, выразительнее и с более четким контуром. Губная помада обещает разглаживать, уменьшать появление тонких морщинок на губах, то есть губы будут более гладкими и более полными, и эффект обещают, что будет сохраняться до 8 часов. И это не просто слова и не просто тестирование на добровольцах, а в случае с данной линейкой клинически доказанные результаты. Увеличенная площадь губ, увеличение толщины контура и выразительности губ. Клинически замерили, что мелкие морщинки уменьшаются на 53,8%, в глубину эти морщинки уменьшаются на 45,7%, и шероховатость губ тоже уменьшается на 52,5%. Кроме того, что с этой линейкой Oriflame обещает нам пухлые губы, в каждом оттенке помады интенсивная пигментация, и использован комплекс ультра-крем для создания еще и визуального дополнительного объема. Это смесь мягких кремообразных восков, которая будет создавать на губах ультракремовую текстуру, обогащенную сияющими жемчужными шариками, а они будут придавать эффект легкого мерцания, отражая естественный свет под любым углом для видимого эффекта оптического объема. Кроме того, такая супер кремовая текстура обеспечит супер гладкое нанесение. Мне кажется, обещаний много дает Oriflame на эту линейку. Если их подытожить, то самое главное — это будет эффект объема, пухлых губ, об этом говорит даже английское название линейки, интенсивная пигментация и ультракремовая текстура и уход за губами, что дают все помады 5 в 1. 43 295. Кремовый нюд. 43 296. Пепельная роза. 43 297. Элегантный розовый. 43 298. Дикая вишня. 43 299. Ягодный микс. 43 303. Пышная слива. 'Кстати, вы увидели, на каждом стике помады написано «Вау». Ну, давайте посмотрим, будет ли на губах этот вау-эффект. И у линейки такой сладковатый, но не приторный аромат. Я его не встречала в других линейках. Мне кажется, что не похож на классическую версию 5 в 1.
Буду ждать ваши впечатления, когда вы протестируете эту помаду. И наносим 43 295 кремовый нюд. В Oriflame говорят, что при нанесении помады на губы мы можем ощущать такое еле заметное покалывание. Вы не пугайтесь, покалывание может быть, это как раз и обеспечивает мгновенный объем на губах. Но интенсивность покалывания у каждого человека будет разная, потому что это какие-то физические индивидуальные особенности губ, чувствительности кожи, поэтому вы не пугайтесь, что в разных отзывах вы будете читать совершенно различные версии, у вас будет все равно ваша индивидуальная реакция. Я покалывание ощущаю еле-еле, возможно, сейчас оно чуть-чуть разогреется, разойдется, но у всех других средств для губ вот с таким эффектом объема также покалывание у меня еле ощущалось. Только какие-то первые самые линейки в Oriflame выходили, там прям было мощное покалывание. Здесь я его практически не ощущаю, но я уже вижу, что губы выглядят более припухшими. И когда я наносила, я чувствовала какую-то вот такую небольшую шероховатость, когда именно стик скользил у меня по губам, знаете, как от матовых помад. Но здесь текстура на самом деле очень гладкая, губы сейчас выглядят разглаженными, но при этом шиммер, мне кажется, небольшой у помады есть. Это вам не масло для губ, если вы хотите прям влажные губы, то смотрите в сторону масла для губ The One, а если пигмент, кстати, для нюда, обратите внимание, насколько четкий и яркий пигмент у меня на губах. И нюд здесь действительно кремовый, он теплый, немного рыжевато-розоватый, но розовый здесь тоже уходящий в теплый. Всегда рука об руку с кремовым теплым нюдом идет нюд холодный. В данном случае у нас это пепельная роза, и мне кажется, что оттенок очень интересный и полюбится многим. Вот такие вот губы пепельно-розового оттенка, холодные, они здорово вписываются в самые разные образы. И вот смотрите, для того, чтобы вы могли сравнить два тона, чтобы вы могли четко понимать, чем они отличаются. Вот с этой стороны вы видите сейчас бежевый нюд, первый оттенок, который я наносила, а с другой стороны, посмотрите, он потемнее и похолоднее. Это именно вот эта пепельная роза или холодный нюд. Потрясающий оттенок на каждый день. Уже при втором нанесении я могу четко сказать, что здесь есть сияющие шиммерные частички в формуле помады. Они прям искрят на губах не сильным перламутром, но добавляют вот этого оптического объема. Интересно было бы мне поносить эту помаду действительно в течение 8 часов, дабы посмотреть, что будет с губами. Но даже сейчас я вижу, что губы визуально разглажены, и вот этот оттенок очень-очень достойный. Для тех, кто хочет нежные, но при этом эффектные, четкие, выразительные губы. 43 297. Элегантный розовый. Розовый действительно элегантный, цветочный, очень нежный и не похож на розовую фуксию, либо Барби розовые оттенки. Здесь прямо женственность и красота. Еще один холодный розовый, и мне его очень хочется сравнить с предыдущей пепельной розой. Вот смотрите, это пепельная роза, которую мы только что наносили, она более тауповая, более сероватая, в ней есть небольшой даже какой-то коричневый подтон, пепельная, да, сероватая. А вот эта роза, она у нас уже элегантная, то есть это для тех, кто хочет, чтобы губки были именно розовыми. Вот это подойдет больше помада под макияж смоки, например, а цветочная розовая, элегантная, она больше подойдет под нежный весенний макияж, под макияж невесты в том числе. 43 298. Дикая вишня. На мой взгляд, она совсем не дикая, а очень даже элегантная, нежная и очень мало похожа на вишню. Если это и вишня, то очень сильно припыленная, приглушенная, очень розовая. Оттенок красивый и элегантный, но
именно название дикой вишни ему не подходит. Не ориентируйтесь на это название. Это розовое дерево. Черри, я не знаю, зачем там, это вишневое розовое дерево, но это именно оттенок не вишни, а именно оттенок розового дерева. Очень выглядит изысканно. Вообще гамма потрясающая в этой линейке. Конечно, жаль, что я не могу все протестировать оттенки. Очень бы хотелось, потому что каждый оттенок выглядит строго, дорого, не вызывающе и удивляют. Вот лицо с этим оттенком будет очень свежим, эффектным. При этом видно, что помада яркая, при этом видно, что она дорогая. Вот сам тон помады очень дорогой. Обратите на него внимание обязательно, не проходите мимо из-за оттенка названия «Дикая вишня». Это дикое название для этого оттенка. Это оттенок розового дерева. 43-299. Ягодный микс. Перевели русские переводчики, но когда я выкручиваю помаду, я вижу вишнево-коричневый оттенок. Я смотрю в английское название и вижу там тауповый румянец. Для румянца эта помада, на мой взгляд, темновата, для таупа она красновата. А знаете, даже соглашусь и с тем, что это ягодный микс, но с уходом в коричневый подтон, и соглашусь с тем, что это тауповый румянец, но очень темный тауповый румянец, тоже цвет интересный, вообще гамма очень необычная. Я вижу, что таких оттенков не было. Действительно постарались и смешали какие-то новые краски, новые полутона, и каждый цвет достоин отдельного рассмотрения. Если сказать грубо, вот грубо, без полутонов, то это коричнево-вишневый. Вот все равно у меня такие ассоциации. Кирпично-розовый еще можно назвать. Но именно если мы будем смотреть с этими самыми полутонами, то да, это тауповый темный румянец. Тоже оттенок очень элегантный и заслуживает внимания и рассмотрения. В дневном макияже этот оттенок будет выглядеть очень эффектно, в вечернем, наоборот, строго, сдержанно, но губы будут четкими и выразительными. Классная линейка. Следующих 3 оттенков у меня, к сожалению, нет, чтобы вам показать, ну, так, для информации. Следующий тон 43300 коралловый, потом идет 43301 коричневый, 43302 красный, и я уверена, что эти оттенки также полны интересных полутонов, и если у меня получится их снять, если они попадут мне в руки, то я запишу короткий шот, ссылку оставлю тогда внизу под видео. И подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте на колокольчик обязательно, чтобы не пропустить оповещения о новых видео, о шотсах. Оповещения тоже приходят. Еще один тон, который у меня есть, и последний из тех, которые я вам покажу сегодня, это оттенок 43303, пышная слива. И это действительно слива. Посмотрите, как она подходит к оттенку лака моего на ногтях. Точный код лака вы можете увидеть в моем телеграм-канале Баблик. Я там совсем недавно писала пост, потому что было очень много вопросов после видео о моем заказе. Там и пост, и помада из видео о моем заказе. Перейдите по ссылочке внизу, либо вверху, здесь подсказку вам оставлю, и найдите этот пост. Кстати, у всех стиков помад 5 в 1. Очень удобный изогнутый кончик. Обычно я всегда это рассказываю, но сейчас столько характеристик у данной линейки и оттенки такие шикарные, что я как-то вот этот момент упустила. Наносить очень удобно. Губа, она прямо ложится в выемку стика. Ну что, здесь говорить особо нечего. Это действительно слива, очень яркая. И вот здесь я вижу очень насыщенный пигмент с первого нанесения. Помада будет очень экономичная, потому что ее много наслаивать не надо, чтобы получить желаемый оттенок, чтобы получить эффектные губы. И вот этот тон мой,
вот последнее время, в этом сезоне я очень много использую подобные оттенки из других линеек, и этот оттенок тоже мне очень нравится. Кстати, сливовые оттенки, вот такие яркие, эффектные, глубокие, темноватые, насыщенные, мне еще очень нравится тем, что они холодные, они чуть-чуть подбеливают зубы, и зубы выглядят более красивыми, чем в теплых и в нюдовых тонах. Поэтому возьмите себе на заметку, если хотите такого эффекта. Последнего тона 43-304 у меня, к сожалению, тоже нет. Я не могу вам его сегодня показать. Давайте сделаем вывод. Цвета в линейке новые. Они дорогие, они сотканы из каких-то новых полутонов. Это чисто мое впечатление, у вас, возможно, оно будет другое. Я почитаю все в комментариях, оставляйте свои отзывы от увиденного, может быть, вы уже попробовали новую линейку, пишите, какие у вас оттенки и какое впечатление они на вас произвели. Объем, возможно, есть, но такого ярко выраженного покалывания и пощипывания сильного я не ощущаю. Помада пигментирована хорошо, действительно, заявленные обещания здесь у нас сбываются. Единственное, когда я вот читала о том, что она ультракремовая, и вот это с вами в начале видео мы обсуждали, именно заявлен вот этот эффект, и я представляла помаду вот прямо с практически влажным финишем. Здесь нет. Помада довольно плотная, и скольжение по губам не кремовое, а именно вот это действительно помада. Ну и не матовая, помада не сухая. Губам комфортно, приятно. Думаю, что уход в процессе того, как на вас будет макияж, тоже будет происходить за губами, ну, когда вы будете носить эту помаду. Это все, что я хотела бы сказать по поводу данной линейки. Если вам был интересен и полезен мой обзор, ставьте под этим видео лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть видео о новинках Oriflame на нашем канале самыми первыми. Пока-пока.